Всем привет! В этой записи разберем настройку и уведомления парсера MEX. Пока мы переносим функционал на сайт, вы можете использовать его с помощью Telegram-бота. Бот будет доступен одновременно с сайтом для сохранения возможности оперативного внесения изменений. В основном меню доступны кнопки. Вывод текущего статуса. По нажатию вы увидите настройки по всем направлениям. Включение-выключение отправки сигналов в торговый бот. На старте держите отправку выключенной. Изучите работу парсера, сигналы, которые он отправляет, и уже после этого отправляйте сделки на открытие. Переключение формата уведомлений с мобильного на десктопный для удобства использования. Общая кнопка «Включение-отключение работы парсера». Перейдя в настройки, вы можете отдельно настроить 4 типа сигналов. Начнем с резких изменений цены сплэшей. Пампы и дампы в них настраиваются отдельно. Настройки их идентичны. Для примера пройдемся по пампам. Первое, на что стоит обратить внимание, это настройка процента изменения цены, от которого вы будете получать уведомления. Доступно до 3 параметров, заполняйте все в точности, как указано в сообщении примере. Например, нас интересует рост за 5 минут на 10% и так далее. В Max Size и Market Cap вы задаете нижнюю границу. То есть, если задан Max Size 50, то сплэши по тикерам, максимальная позиция на которых ниже $50, приходить не будут. То же самое с Market Cap. Фильтр RSI и фандинга задается диапазоном. Сейчас мы настраиваем пампы, и меня интересуют только перекупленные монеты. Соответственно, я выставляю диапазон от 80 до 100. Диапазон может быть любым. Если вы хотите ловить сплэши при нисходящем тренде, можете выставить от 30 до 50. С фандингом то же самое. Выставляйте комфортный для работы диапазон. Например, от минус 0,1% до плюс 0,1%. Уведомления с фандингом вне диапазона отправляться не будут. Также у каждого направления есть настраиваемые Black и White листы. Одновременно может работать только один из них. При включении White листа Black-лист автоматически отключается, и наоборот. В настройках листов вы можете просмотреть весь список, добавить или удалить токен, либо очистить список полностью. Далее рассмотрим настройку RSI уведомлений. Настройка производится отдельно для перекупленности и перепроданности. Единственное отличие от сплэшей – вы задаете диапазон, при вхождении в который парсер отправляет уведомления. Например, для перекупленности это может быть 85 и 100. Учитывайте, что сигнал будет отправляться каждый раз при входе в диапазон. То есть RSI по монете достиг 85, вы получили уведомление. Вышел из диапазона, например, спустился до 84 и снова поднялся до 85, это еще одно уведомление. Все прочие фильтры настраиваются идентично сплэшем. Стоит отметить, что при торговле по RSI-сигналам рекомендуется использовать white-листы и токены, которые прошли бэк-тест. Значение RSI 85, 90 и даже 95 не гарантия того, что монета прямо сейчас начнет падать или расти при RSI 10. Далее рассмотрим настройку уведомлений о спредах. Они настраиваются отдельно для спредов MEX Futures с DEX и MEX Futures со спотом. В торговый бот на данном этапе можно отправлять только сигналы MEX Futures с DEX. О начале торговли по сигналам Futures Spot будет отдельное уведомление в нашем Telegram-канале. Настройки этих направлений идентичны. Итак, сигналы по спредам мы делим на long и short. Long, когда фьюч ниже DEX, short, когда фьюч выше DEX. В настройках вы задаете диапазон спреда, о котором хотите получать уведомления. Например, от 8% до 100%. Далее вы можете задать значения для дополнительных уведомлений. Например, 10 и 15. Что это значит? Парсер поймал спред 6%, вы получили уведомление. После этого спред развели до 10%. Вы получили дополнительные уведомления реплаем на основное. И далее, если спред разведут до 15%, вы получите еще одно уведомление.
Текущий спред обновляется в уведомлении каждый раз при движении цены более чем на 0,5%. Когда разница в цене между источниками становится ниже 1%, спред считается закрытым и парсер прекращает его отслеживать. В настройках спредов FutureDex есть дополнительный фильтр по ликвидности, остальные фильтры идентичны сплэшам и RCI. Стоит отметить, что мы не мониторим все пулы по всем монетам постоянно. Раз в 15 минут парсер собирает с MEX тикеры, на которых открыта торговля, затем собирает с DEX пулы по этим монетам и отбрасывает мусор, не прошедший внутренние фильтры. А именно, не менее 50 сделок за последний час, не менее $5000 объем сделок, не менее $100 тысяч ликвидности в пуле. Далее рассмотрим настройку уведомлений о фандинге. Торговли по этим сигналам нет, но их можно использовать для отслеживания ситуаций, которые не проходят в других типах уведомлений из-за фильтров. Настройка также делится на два направления – положительный и отрицательный фандинг. Основной параметр, который вы задаете, это процент списания и время до списания, например, 2%, при списании через 10 минут. Прочие фильтры, Black и White листы, идентичны направлениям, о которых рассказывал ранее. Отдельно стоит описать сами уведомления и информацию в них. У нас два формата – мобильный и десктоп, которые отличаются только форматированием. Каждое уведомление имеет блок с общей информацией, в котором отражены Max Size, текущий RSI и фандинг, Fair Price, спред между Last и Fair и прочая информация. Также во всех уведомлениях копируемый Last Price и тикер для возможности быстрого ручного открытия сделки через торговый бот. Уведомления о сплэшах дополнительно имеют минимальную и максимальную цену, в рамках которой пойман сигнал. Уведомления о спредах имеют свой большой блок с информацией о изменениях цены из каждого источника от момента открытия спреда до момента снижения разницы ниже 1%. Если идти построчно, то первой строкой идет источник, направление открытия сделки, стартовая цена, цена на момент закрытия спреда, движение от открытия до закрытия. Также в подвале каждого уведомления вы найдете ссылки на источники, точное время сигнала и статус отправки сигнала в торговый бот. Меню настроек парсера достаточно громоздкое, и при активной работе внесение изменений через Telegram может быть неудобным. В ближайшее время мы перенесем все настройки на сайт. Следите за новостями в нашем Telegram-канале.